А теперь мы перейдем к самому тонкому и, наверное, самому сложному виду кризисов. Это тот, с которым мы, как специалисты, сталкиваемся реже, но который меняет человека куда глубже, чем любые внешние события. Это духовный кризис. Духовный кризис – это самая тонкая и в то же время самая серьезная форма кризиса. Жизненный кризис, он ломает внешний порядок, а духовный кризис ломает вообще саму картину мира. Вот сейчас вопрос. Сталкивались ли вы в практике с духовным кризисом у ваших клиентов или на собственном опыте? Если да, поставьте плюсик или просто да. Мгм. Вижу и плюсики. Сама, да, собственный опыт. Мгм. Да, и у самой, и у мужа вижу, и плюсики, да. Не настолько частый, когда же экзистенциальный кризис, но случается. Это момент, духовный кризис, это момент, когда человек сталкивается с чем-то настолько большим, настолько глубоким или непонятным, что прежняя личность просто не может это вместить. Это ощущаться может как расширение или, наоборот, пустота, потеря ориентиров, обостренные инсайты, как будто бы вот внутренняя пустыня, или даже ощущение, что реальность стала какой-то слишком настоящей, или же наоборот, совершенно не настоящей. И важно, духовный кризис – это не психоз, не срыв, не потеря реальности. Это столкновение с глубиной, к которой человек пока еще не был готов. И если его правильно сопровождать, то духовный кризис становится точкой зрелости, а иногда радикального обновления жизни.